Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлев, политтехнолог, на связи прямо сейчас. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Михаил, начать я предлагаю наш сегодняшний разговор с выборов в Венгрии. Как Проиграл. неожиданно. Неожиданно. Проиграл Орбан. И, собственно, там сейчас разгоняют, что Сиярто куда-то пропал, радуются, ликуют украинские паблики, но чему радуются, мало понятно. И как-то Трамп выглядит уж очень, скажем так, плохо выглядит По-трамп- Трамп. По-трамповски выглядит. Ну, он как бы к нему пришли, спросили, что ты думаешь об этом Орбане, о его проигрыше. Он ничего не ответил, развернулся и ушел. Кажется, что Трамп свернул с пути побед, да, и сейчас, это яркое свидетельство того, что вообще происходит, да, и вот эта вот поддержка, всецелая поддержка, мы инвестициями засыпем, венгры, голосуйте за Орбана, и Венс приезжал, и Трамп писал поста 3. Михаил, получился такой поцелуй Иуды. Что это означает для Украины и как оцените радость от победы Мадьяра? Давайте по пунктам, что называется. По поводу радости я напомню верхушки украинского военно-политического руководства их счастье и радость по поводу начала иранского конфликта. Просто напомню. И в каком состоянии макабрическом они пребывают по этому поводу сейчас. По поводу выборов как таковых. Велась не иллюзорная, достаточно серьезная, обстоятельная работа с задействованием украинских профильных служб по подготовке, давайте так скажем изящно, оспариванию результатов в случае победы Орбана. Конкретные люди и по линии посла Украины в Сербии Литвиненко, бывшего главы СВР, а также опорный пункт в Нови Саде, я рассказывал об этом, вели определенный набор работ. Да? Вот вся эта история с финансированием, в том числе с теми самыми инкассаторскими машинами Ощадбанка, она тоже вполне себе осязаемая и реальная. Плюс работа, которая велась через Закарпатье, и я вот публиковал материал непосредственно фигурантом этой работы был такой депутат облсовета от «Слуг народа» Роланд Цебер, да, которого еще в 25 году обвиняли венгров в шпионаже и работе с оппозицией, за которым стоит бывший глава обладминистрации Алексей Петров, да, закарпатский, бывший глава контрразведки СБУ, а бывших там не бывает, как вы знаете. Цебер был у него советником, и почему-то в 25 году, вот ровно синхронно с заявлениями венграми, человек становится соучредителем предприятия, которое получает доступ к добыче соли в Закарпатье, да, Солотвинский район, если кто помнит, и становится стопроцентным учредителем компании, которая получает большущие подряды Минобороны по производству навигационного оборудования и БПЛА. Вот прямо все в 25 году происходит это. И венгры, как мне кажется, да, я вот комментировал уже поутру, и команда Орбана были слишком сосредоточены именно на том, чтобы купировать всю эту работу. И немецкие разведки БНД, и, соответственно, киевскую поддержку этих всех начинаний, и Брюсселя именно по части срыва выборов, если что, и оспаривания результатов, будем говорить прямо, перспективы Майдана в Будапеште. И в целом венгры справились при поддержке, кстати, друзья, давайте тоже без сомнений, при поддержке ЦРУ и конкретно Штатов. Но команда Орбана, по моей информации, пребывала в достаточно жесткой и, кстати, традиционной, я как человек там с большим, будем говорить прямо, без лишнего, скажем так, скромничания опытом избирательной кампании, в классическом заблуждении пребывала. Они были абсолютно убеждены, что они хоть и проигрывают пропорционалку, да, то есть как бы выборы по спискам, но были уверены, что возьмут свое на мажоритарных округах. И здесь это совершенно четкая, абсолютная калька с 2019 года Украины, где зеленое цунами, я был участником этого всего, не со стороны зеленого цунами, а вот в числе тех, кого посмывало на очень многих округах, скажем так. Это цунами, когда люди, много раз избиравшиеся на округах, когда люди, имеющие выстроенную систему отношений с общиной, с общественно-политическими
политическими организациями округа проигрывали ноунеймом. Вот сейчас по части ТИСы произошло ровно то же самое. Орбан проиграл более 30 округов тех, которые они считали непобедимками. Абсолютно железными. То есть, по факту, вероятно, это все равно бы их не вытащило и не помогло бы им. Но они точно были уверены, что если они справятся с попытками переворота и Майдана, все остальное будет их. И прогадали. Абсолютно, как люди, внимательно следившие за этой историей, мне рассказывают, была упущена, как всегда, кстати, история с молодежным сектором. Еще одна, кстати, полнейшая аналогия на 2019 год украинский – это активное голосование молодых людей в Венгрии, так же, как это произошло в 2019 году на Украине, где, я помню, мы мониторили ситуацию, февральский замер, мартовский замер, даже январский что-то его замер. Я еще в конце января, в начале февраля сказал, если динамика по готовности голосовать у молодежи украинской сохранится, Зеленский президент. Со мной спорили тогда очень много, как бы в узком круге. Здесь произошло ровно то же самое. Экстремально высокая, и, кстати, объективно высокая явка в Венгрии, 79%, а в Будапеште, так понимаю, была еще выше, была достигнута как раз за счет молодых людей, которые голосовали за ТИСу. Так а в чем, основной движок? В чем зерно вот этой победы? Чего хотят эти молодые люди? Смотрите, мы сейчас столкнулись на самом деле с поколенческим определенным разрывом, в том числе, я с вами здесь полностью согласен. Но давайте посмотрим на ситуацию, в которой оказалась Европа. Неужели молодежь такая отбитая и не понимает того, куда ведет европейский модный, скажем так, приговор. Модный приговор Урсулы фон дер Ляйен эту страну, и почему Орбан так ненавистен оказался? Это был не выбор в пользу сияющего европейского брюссельского града на холме, нет. Как по аналогии, кстати, и с Зеленским. Это был так называемый третий выбор. Собственно, я думаю, что и на Украине, и в Венгрии никогда в ближайшие годы снова такое же количество молодых людей просто никогда уже не будет голосовать. Вот никогда просто этого не будет. Потому что это оружие, которое стреляет один раз. Это был протест против Орбана, и это была усталость от Орбана. Это не идеологический выбор был. О том же Мадяре особо вообще обывателю венгерскому ничего не известно, кроме каких-то штамповых общих вещей. Да? Он вообще выходец из Фидес, на самом деле. Ну да, в его окружении там и потенциальный министр иностранных дел, прям, воспитанник Соросов, да, женщина. И министр экономики, там, многолетний топ-менеджер Shell компании, да, и много-много всех. То есть, тут-то понятно, да, вся эта история. Но кто там, например, повторюсь, проводя аналогии с 19-м украинским годом, кто там сильно, кроме журналистов, вникал? А кто там в команде Зеленского, да? Кто там вообще в это вникал? Да нифига. Вспомните просто. На момент конца 18-го, начала 19-го года общая суммарная поддержка всех кандидатов в президенты Украины, кроме Зеленского, тех мейнстримовых политиков, не дотягивала даже до 30% суммарно. Если я не знаю, до 25% не дотягивала. Вот то же самое здесь практически произошло с венграми. Устали от Орбана, устали от этого конфронтационного нарратива. Это не был выбор в пользу Брюсселя и Европы. Это был выбор в пользу другого, разочарования. Вот все, тот 14-летний курс Орбана не конвертировался прям в ощутимые какие-то плюшки и благи для обывателя венгерского. Ситуация социально-экономическая в стране. Другой вопрос, что она в принципе в Европе сейчас не ахти. Но в Венгрии прям вообще не очень, прямо сказать. Ничего такого экстраординарного эти 14 лет правления Орбана не принесли. Они просто захотели другого человека. Просто захотели. Вот это работает реально в политике. Это работает и часто. Когда нет прямой взаимосвязи Орбан равно вот это для меня в моем кармане, холодильнике и в гараже, то все, что бы там ни распинался про национальные интересы, про угрозу Украины и Брюсселя, что бы Орбан не рассказывал, и какие бы блага земные не обещал, ему уже никто не верил. Никто не верил. И
вишенка на торте, я вот добавлю, вот насчет поцелуя Иуды. Конечно же, как политтехнолог я скажу, что нужно располагать данными закрытых замеров, причем не только количественных, то есть рейтингование, но и в качественных, то есть фокус-группы, где люди рассказали, причем не на первом слое, а на втором, когда начинаешь расковыривать людей, вот их внутреннюю мотивацию. А как, собственно, венгры восприняли эту гиперподдержку и опеку со стороны Трампа? А у меня есть большое подозрение, что все события иранской кампании Трампа стали черным лебедем для кампании Орбана. Что венгры посмотрели на это все и послушали. Ё-моё, а нет, смотрите, венгры обеими ключевыми политическими силами явно были отмобилизованы, да не хочу просто, да нельзя. Что это выборы рубежные, за ними или прям кошмар, или вот нормально, или, по крайней мере, не хуже. И вот в этом контексте они были еще дополнительно накачаны вопросами геополитики и угроз войны были накачаны. И они смотрят, ключевой друг, партнер, сват, брат, союзник и в их представлении куратор Орбана Трамп буквально за месяц там, с небольшим до выборов развязывает совершенно иррациональную войну, которая прямым образом сразу сказывается на всей Европе, на кризисах, всем. Плюс с этими всеми историями, с этими погибшими девочками в школе в самом начале. То есть абсолютно иррациональный чувак, абсолютно иррациональный дед. И венгры такие, ё-моё. Нас убедили, что риски войны для Венгрии есть. Так может быть это не с той стороны, а вот этот сейчас дед притащит вместе с Орбаном. И я уверен, что многие, кто сомневался или колебался, особенно среди молодежи, они точно в последний момент определялись, и не в последнюю очередь из-за такой гиперподдержки Трампа. Это был точно черный лебедь избирательной кампании Орбана. Повторюсь, надо бы проверить социологию, надо бы, конечно, но это в формате гипотезы очень достоверная гипотеза политологическая и политтехнологическая. И я думаю, что очень много правды в том, что Трамп просто утопил последние шансы Орбана на победу. Если не на победу, на паритет. Вот Михаил, я думаю так. Если в двух словах о блокировании Соединенных Штатов Америки, Армуза, послушайте, Да. выглядит какая-то странная логика. Есть такая логика, там, хочешь поймать, отпусти. Хочешь Да. разблокировать, заблокируй. Вообще, Да. очень как-то странное решение после переговоров, которые не увенчались ничем. И Венс, который летел на эти переговоры в Исламабад королем, как надеждой, как здравым звеном в этом всем, как статусным человеком, возвращается, получается, оплеванный какой-то. Ну, Бастардов. Битва бастардов практически. Слушайте, нет, я понимаю их мотивацию и понимаю их ход этот. А что им оставалось делать? Вот смотрите, вы команда, у которой на носу, ну так объективно, в тайминге года уже выборы на носу. У которых все из рук вон плохо по внутренней поддержке, у которых все из рук валится. Вы полагаете, что вы, да, из-за желтого земляного червяка Биби Нетаньяху, я уверен, что они не сомневаются, что это Нетаньяху их заставил. Уверен, ну внутри, в команде. Да и Трамп это никогда не признается, но уверен, что он в первую очередь на позицию Нетаньяху и то, что говорила разведка израильская, ориентировался в принятии решений. Плюс, будем говорить прямо, в силу тупика в украинском кейсе, где не светили никакие там бонусы поддержки электоральные. И вот они сейчас сидят у разбитого этого корыта и думают, ну все, мы придумали, сейчас мы договоримся с иранцами и типа выходим с темой, что а мы теперь вдвоем контролируем Ормузский пролив. Все у нас классно. Я уверен, что это была ключевая точка. Ну, собственно, даже в медиа вбросы, там Барак Равид тот же об этом писал. А Барак Равид, он близок к Венсу на самом деле. Не случайно эта история. Что не договорились именно в этой точке. Бог бы с ним, с тем ураном, разобрались бы как-то. Но им нужна была плюшка, с которой Трамп и республиканцы выходят из этого кейса, из этого кризиса. Что вот, смотрите, мы
Ну, там все эти истории про оружие, про все по-другому. Это намного более договороспособное руководство. А еще мы получили контроль над Ормузским проливом совместно с ними. Круто же, круто. А не получилось. И по факту они такие сидят с утра после всего этого. И что теперь делать? Ну, вот что с этим делать? А давайте, ну как, ну надо же стоять какой-то демонстрировать, надо же хоть что-то рассказывать. Ах так, а мы вам сейчас ух. Причем никакие разговоры про ух, удары по Ирану уже не работают, уже никто не верит. Это классическая история волки-волки. Где твои волки, Трамп? И что остается? А мы сейчас сделаем Ирану настолько плохо, что они вынуждены будут. Что будет с ценой на нефть? Ну понятно, и хрен бы с ней, с той ценой $200 за баррель заработают наши спонсоры из Техаса и Нью-Мексико. Значит, идем в эту историю. И логика у них простая. Ну, других вариантов у нас нет. Надо прям зажимать Иран так, чтобы они просто уже попросили, что называется, пощады, потому что. А потому что что? А нифига это блокировка, это блокада ничего не даст. Ни к чему не приведет. Собственно, они в целом-то тоже понимают это. Они таким образом просто себе выиграют время, чтобы продолжать договариваться, пытаться с Трампом, а главное с Китаем. О чем? О разблокировке ситуации. Я уверен, что они Да это же, не понимаете, это же просто какой-то нонсенс. Мы блокируем и будем договариваться о разблокировке. Ну, да. это армянский комсомол. Создай себе проблему, а потом Нет, ее тут решай. история, они ведь блокируют именно иранский экспорт. То есть последний довод. Мы по-другому не можем надавить на Китай и Иран, потому что нефть-то это течет в Китай. Будем говорить прямо. Эти танкеры, которые проходили, и там, по-моему, на 100 тысяч баррелей даже больше, чем до всех событий Иран отгружает в сутки. Не ахти какие суммы, но тем не менее. И отгружает Китай. Вот единственный способ надавить на товарища Си и на верхушку Китая, это вот сейчас обрезать им этот экспорт. Но я уверен, что Китай готов, а Китай полгода скупал нефть, всю нефть мира скупал. И сейчас выкупили все, что было в море российское, а было много, очень много. Там индусы воют, потому что они ничего не успели, Китай выкупил. А, соответственно, Китаю по барабану. Что с Ираном? А Иран деньги получит. Мы же понимаем, откуда он их получит. Понимаем. Ничего не даст эта блокировка, даже если получится. А почему блокировка? А потому что они прикинули вот это самое к носу и поняли, что с островом Харк тоже ничего не получается. И с островами в Ормузском проливе тоже ничего не получается. Они-то туда зайдут. Они даже подготовились. У них все готово к этой операции. И возьмут. И даже в Бандерабад могут зайти. Дальше что? Ну, дальше что? А дальше импичмент еще до выборов в Конгресс, потому что это начнется история, которая обернется большой кровью гарантированно. Их начнут просто смешивать потом с черноземом, там, точнее вот с песочком этим на острове Харак. И все, кто туда зайдут, пойдут смертью храбрых. Не под ракетами, которые они будут перехватывать. Не от самолетов каких-то, не от чего, а просто от БПЛА, который будет лететь, 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 лететь. И ничем они не закроют. И все. И это Гитлер капут просто. Еще до выборов в Конгресс. А до них еще как-то дожить желательно все-таки. Поэтому и придумка, бредовая придумка про блокировку, а потому что больше ничего не придумаешь. Михаил, Больше ничего не придумаешь. вот в таком положении сейчас находится Америка. Такая ситуация в Европе. Ну, такая... Чего ждать Украине? Просто я вот вспоминаю вот эти подсчеты, когда, помните, только выделяли там вот эти 90 миллиардов, ну, согласовывали, не выделяли, согласовывали. Да. Ну, там как-то все очень жиденько, особенно по сравнению с войной, которая там шла Да. год назад, 2 назад. Но, тем не менее, сейчас нам это представляют как какую-то, не знаю, манну небесную. И на эти деньги идет какой-то расчет. Закончилось пасхальное перемирие. Да. И я так понимаю, что ну, сейчас немножко там устаканится с погодой, плюс-минус, и начнутся активные боевые действия уже непосредственно на земле. Зеленка, да. Мы не понимаем, приедет Кушнер Витков или не приедет. Да, вроде должны, говорят. Вроде должны, но опять-таки они приедут на фоне каких событий? И, собственно, как вы видите положение Украины в этом всем калейдоскопе событий?
Но Сибига с Зеленским рано радуются, я скажу так. Начнем с простого. Что сказал первый мадяр с утра? Сядем за стол переговоров с Путиным. Никуда геополитическое, географическое положение Венгрии и России не денутся. Ну, як и ехала, так и сдыпала, блин. Включайте нефтепровод «Дружба» называется. Что еще сказали? Но нет, мы против вступления Украины ускоренным путем в Европейский Союз. Но нет, мы не будем поставлять оружие Украине. Не будем. Про дизель, а ничего не сказали, у нас у самих с дизелем проблема. Да из-за чего его делать, если вы нам нефть не даете по нефтепроводу «Дружба»? Разблокировка кредита, а я сомневаюсь, что даже если они будут готовы его разблокировать, кто-то собирается его дать. Я вам больше скажу. Сейчас обрывают трубки в Братиславе из Брюсселя телефонные такие. Но ты там вроде говорил, что ты собираешься тоже блокировать кредит на 90 миллиардов. Ну так сделай заявление. Что ты сидишь-то? Что ты сидишь, Фица? Звони, говори во все медиа агентства мира, что ты теперь блокируешь. Потому что никто в Европе эти бабки давать теперь не хочет. После всей этой истории с провалом переговоров, а эта история, ну, теперь еще на месяц, на два, я думаю, ну, как минимум, переговорная только, я не говорю про все остальное. У Европы на носу кризис, уже оформившийся, с инфляцией, с ценообразованием, с проблемой в логистике, совсем, вот просто совсем кризис у них. Какие 90 миллиардов? Ну хорошо, там Киеву предполагалось за 26-27 год 30 выделить из них. Но эти деньги не машинка по печатанию денег в Брюсселе, или где она там, в Швейцарии, по-моему, находится, должна была напечатать. Или где у них циферки эти меняются в табульках. Это должны были дать каждая страна ЕС, как участник, из собственных финансов. А ничего сейчас, вот ввиду этого вот всего, будут готовы эти деньги дать? Да я сильно сомневаюсь. Но я больше скажу. Есть, по моей информации, определенные гарантии личные Урсулы фон дер Ляйен Зеленскому. Почему он так хорохорится? У Евросоюза есть особый фонд. Я уже не помню, мы упоминали в наших эфирах раньше или нет. Он был задействован единожды во время эпидемии ковида. Он зависит исключительно от Еврокомиссии, решения Еврокомиссии. И фон дер Ляйен, как мне говорят, пообещала Зеленскому в самом худшем случае выделить деньги Украине на, внимание, не на бюджетные нужды, а на военные нужды. То есть денежка на военные нужды, скорее всего, за лето какая-то появится. Даже если будет разблокирован этот кредит, но пойдет ни шатка, ни валка. А даже если шатка и валка пойдет, там действительно жиденько. Но смысл в том, что и тот кредит действительно не решал ничего по социально-экономическому блоку расходов бюджета Украины. Ничего не решал. Дыра в дефиците остается. Никакие другие источники не работают на сегодняшний день. МВФовских решений еще далеко. И деньги от МВФ – это большей части компенсация по расходам, по выплатам тому же МВФ по другим программам, более ранним. Просто для того, чтобы не ввести уже в официальный международный технический дефолт, обрезав любые вообще инструментарии для финансирования. Но и с этим, извините, только 1,5 закона из 4, по-моему, или 5. И это только эти 1,5, это еще отдельная тема, как демонстрация политической силы тандема Буданов-Арахами. Не более того. И посольство Соединенных Штатов. Значит, никакого голосования не было, этого полуторного. Понимаете, просто сейчас на фоне там, как бы, когда Трамп утопил Орбана, на фоне малоадекватных действий вокруг Ормузского пролива, они как бы понятны, но правда малоадекватны. Иран говорит, так мы, хуситы перекроют Красное море. Мандельский пролив, да. Ну, то есть раз, и вообще все будет перекрыто. Давайте, блокируйте. Да. Ну, то есть мы заходим опять в эту воронку, да, вот этой эскалации. Да. Нет вообще, скажем так, повода Зеленскому перед Уиткофом и Кушнером расшаркиваться и говорить, чего изволите. Есть. Какой? Есть.
Неправильно понял вопрос, поторопился. Нет, расшаркиваться точно нет. Они вообще будут мало праздновать, и Кушнера, и Уитков. Они считают, что Трамп закончился. Вот сейчас Трамп для них точно закончился. Юридически для них он закончится, если не будет импичмента, но хотя это дело гиблое, в январе, когда будет приведен к присяге новый Конгресс. По факту они считают, что уже пересидели Трампа. По факту они считают, что они проползут на брюхе по экономике, по соцэконому, проползут на брюхе по вооружению, проползут на брюхе по деньгам и проползут на брюхе по людям. Вот до чего, вероятно, это вот та самая конструкция умопомрачительная, которую в очередной раз проартикулировал Кирилл Буданов. Россия воюет за свои деньги, а мы воюем за чужие деньги. И у тех, у чужих денег этих больше. Они считают, что, ну раз, ладно, бог с ними, с бонусами кризиса для российского бюджета в этом году. Ну, значит, через 2 года российской экономике будет такой гаплык, что они все равно начнут договаривать. Вот на это они рассчитывают, больше ни на что. Где будет линия боестолкновения к тому моменту? Сколько людей еще сотрется в окопах? Пофиг. Что будет с остатками промышленности? Пофиг. Что будет с экономом за это время? Пофиг. Мне вот, кстати, один мой хороший товарищ на мой вопрос, точнее, на мой такой вот, это не возмущение, а как бы рассуждение, что ну как же, у них не будет денег на пенсию. Он говорит, а с чего ты взял, что их это беспокоит, что у них не будет денег на пенсию на ближайшие там, месяцы или годы? Их это вообще не беспокоит. Совершенно. То есть, а как бы ни было, они считают, что они уже все, они уже Трампа пересидят. Больше того, сейчас идут серьезные поползновения со стороны братвы типа Фиалы и Пинчука, ориентированной на Лондон, по перехвату того же Кривоноса, ну, то есть на Буйса. То есть с этой стороны они особо не ждут угрозы и считают, что в целом выпетляют из этого антикоррупционного кризиса и просто отдадут стрелочников. Просто отдадут, а сами как бы выйдут сухими из воды. Просто потеряются за большие-большие пинчуковские деньги, потеряются какие-то данные. Хотя они наверняка в Штатах уже. Но там другая история. Сейчас человек, который курировал это все, Кэш Патель, стоит на выход. Он курировал этот кейс. Пока они там разберутся, когда им будет до этого всего, большие-большие вопросы. А товарищи в кабинетах на Украине, на Буйса, прекрасно держат нос по ветру и понимают, куда ветер дует, и куда им сейчас нужно будет кланяться. Поэтому ничего они не ждут. Единственное, чего они ждут, как мне рассказывают, это то, что, я уже, по-моему, рассказывал эту историю, что их начнут сносить по команде Штатов, уже изнутри страны. Вот этого они ждут. Ну, опять-таки, видите, как по команде штатов сносить. Говорит, голосуй за Орбана. Они проголосовали, проиграл. Понимаете, кто скажет, что если, допустим, Трамп скажет, пошел вон Зеленский, а тут возьмут и пойдет. Нет, не пойдет уже. Уже нет, то, что нет, они считают, что будет команда их, тех, кто ориентирован в Штатах в Украине, на Штаты, да, например, таких, как Кирилл Буданов, да, и Яра Хамия. Активность Буданова за последние 2 недели. Действительно, прям сильно возросла. Больше того, очень много заявлений, прям идущих сильно вразрез с украинским нынешним политическим мейнстримом, хотя по церкви тоже его заявляют. Тоже его появление в Пасху, да, там в таком очень гражданском образе человека верующего с супругой. Вдруг случайно, да, ребята, это же классическая политтехнология. Ой, а как она его там поправляла, вот с женой, вот это вот все, да. А что это вообще за? О чем это говорит? Это лучше. Нет, я скажу, что это изящнее и лучше. Нет, смотрите, о чем это говорит? Смотрите, Зеленский выходит... Выборы, кандидаты молодцы. Зеленский выходит на двоих расписанным текстом поздравления с женой. Да. Причем мы видим, что у него там, если надо, у него могут быть типа 20, типа 30 минут обращения. Ну, тут коротенько, 6 минуточек, добрые слова, стоят в Софии, по строчке сказали, как вот это, как в школе, как в детском саду, вот это вот. 6 раз слово «мир», 2 раза слово «война», ни разу слово «Россия». Да, это все понятно. Ну, то есть вот так. Тут Буданов тоже с женой, тоже вот, смотрите, куличи святит, Пасхи, да, вот это вот все. Это же нам тоже о чем-то говорит. Это же говорит о том, на что они нацелены. Это все про выборы. Когда начинают политики демонстрировать свою семейность, это традиционно по любой там
позитивки по фокус-группе показывают, что человек семейный воспринимается избирателем лучше. Человек, там, исповедующий те же, отмечающий те же праздники с тобой, воспринимается лучше. Ну, всегда. Всегда, абсолютно точно. Это точно лучше, чем стихи от Залужного. Ну, скажем. Валера не додумался с супружницей появиться, хотя она же там главное это заводила у него по части политтехнологий, да. Вот, это же это публикация, это в Vogue фотосессии, это же она настояла. Ну ладно. Короче, соответственно, послушайте, ну это 100% выход уже на избирательную кампанию, потому что они понимают, что как бы то ни было, ну давайте, для нас, политтехнологов и вообще для политиков, через год будут выборы или через полтора, это ты уже в этих выборах на самом деле. А Буданов из них давно не выходил, что называется. Он в этой повестке. И что он только не напозаявлял за последнее время. Относительно мобилизации, то вот этот человек заблуждается, друзья. Именно что заблуждается. Потому что его слова, что ну вот да, так жестко все и должно быть, потому что ну это же вы хотите воевать до победного, это же вы хотите 91-го года границы. Он бы как бы вроде вот он такой вот там, милитарный парень, а на самом деле он говорит, это просто у вас установка неправильная. Вы это получаете, потому что вы за вот это и за вот это. Это на самом деле прокид вообще в обратную сторону. Вообще в другую сторону. Или что, он выходит и размазывает просто вот так вот по лицу Зеленскому историю про технологии и БПЛА. Просто выходит и говорит, вы что? У нас даже 3D-принтеры, на которых это все отливается и печатается, это вообще не наше. Какие там выдают... Это при том, что Зеленский месяц колесит по Ближнему Востоку, по Сириям, да по Эмиратам, и рассказывает, что выдающиеся технологии. Выходит Буданов, говорит, які? Та вибачте, а що ви таке кажете? Та які технології? Та не може цього бути. Що це таке відбувається? И когда все говорят, ну все, в тупике, он говорит, ну я же этим занимаюсь. Нет, не в тупике. Вот мы и людей обменяли. Он выходит раньше Зеленского с историей про обмен. Он прямо себя позиционирует вразрез с Зеленским и отстраивается. Он не получил никаких властных реальных полномочий, а их, собственно, и нет по штатному расписанию главы офиса. Его мало празднуют, вся вертикаль и офис. И они для этого демонстрируют вместе с Арахами эту историю в парламенте, что вот где наше влияние, вот посольство – это наше влияние, вот эти депутатики в Раде – это наше влияние реально. Но он так и сидит в кабинете Шефира и не пускает его в кабинет Ермака. Но он четко уже отстраивается. Четко он отстраивается. Его прямой ответ журналисту о том, что, ну, послушайте, у нас традиционно как бы не электоральная как бы позиция глава офиса, но вообще по части поддержки, а где эта социология, кроме как закрытая? Ну, вверх, да, вверх, там как бы по-другому теперь воспринимается. А с другой стороны, ну, мы с вами обсуждали эту историю, вычищается ГУР по полной маршевыми методами от его людей, потому что готовятся, потому что ГУР – это серьезная махина, это и спецназ ГУР, это и интернациональный легион, это и силы специальных операций. И все это сейчас отрывается от Буданова, отрывается от Америки, от Штатов, потому что боятся вот ровно того, что Штаты, ну, от безысходности, что ли, отдадут команду, хотели Зеленский, что делайте. Будут делать или нет, дело второе, десятое. Но Штаты кивнут. Потому что они все время возражали. Никакой нестабильности. Все должно быть управляемым. Вот сколько было это все. А сейчас они думают в Лондоне и в Киеве, что кивнут Штаты. Они могут кивнуть. И активность Буданова им только, да вот же оно. Это вот точно команда из посольства, точно из Госдепа. Ему сказали этим заниматься. Ему сказали активизироваться. Блумберг целый. Интервью. И вот это все. Ну, и вот ход конем с УПЦ МП, но это, конечно, это иначе, как альтернативной позиции и выстраивания какого-то совершенно нового базиса электорального не назовешь. Потому что с 2014 года... Смотрите, а как тогда будут выглядеть выборы? Подождите, давайте вот порассуждаем на эту тему.
Потому что для выборов они же все говорят напропалую, что должна война закончиться или обрести какую-то устойчивую, длинную, большую такую железобетонную паузу. Тут с перемирием не могут совладать, там около 2000 нарушений. Причем россияне говорят ВСУ говорят россияне нарушают. То есть, но Буданов тоже вышел, сказал, это, ну, эксцессы бывают, но в целом-то без дальнобойных Да, ударов, поэтому да, уже хорошо. То есть нам, в принципе, уже понятна эта история, что как будет выглядеть перемирие для выборов. Ну, вот так и да, будет. На фронте да, немножко там как бы дроны позапускают друг по другу, да, вот там вот на ленточке там потягаются вперед-назад, но, в принципе, можно взять, провести выборы, как куличи светить. да. Ну, смотрите, я думаю, что никто из них не знает, как могут быть и когда могут быть эти выборы. Но готовятся к любому развитию событий. Готовятся к любому развитию событий. И, вероятно, те, кто сейчас консультирует Буданова, и кто стоит за ним, а это Штаты, будем говорить прямо, предполагают, что это может произойти совсем не так, как вот в штатном порядке этого можно ждать. Вот совсем не так. Больше того, повторюсь, Буданов явно старается, во-первых, начать завоевывать электоральные очки там, где никто из них особо и не рассчитывал, среди тех людей, которых раньше традиционно назвали пророссийским электоратом или белосиним электоратом. Это очевидные шаги. Вот СПЦМП, весь этот набор его заявлений – это в ту сторону. Там, на самом деле, так называемый в маркетинговых стратегиях голубой океан маркетинга. Рынок электоральный, который не охвачен всем этим милитари-сообществом украинским, прямо скажем. Нет, ну там была партия мэров какая-то, собственно, Ой, я вас Ким таки Терехов. умоляю. Вот Филатов, Садовой, она не сложилась. В 24 году братья Кличко и тогдашний их спонсор Пинчук занимались этой партией. Ничего у них не сложилось. Сейчас другие люди их финансируют. Вот, не суть. Суть в том, что вот в ту сторону мне кажется, он делает серьезнейшие шаги для того, чтобы показаться приемлемым и для России. Показаться приемлемым по тем или иным причинам. Договороспособным, вменяемым, адекватным, готовым к компромиссам каким-то. Ну, я уверен, что и это тоже не он сам придумал, а то, что ему сказали, что вот так надо. Я убежден, потому что на руках у Лондона два козырных туза, Зеленский и Залужный. А что у Штатов из таких кандидатов? Вот только он. Он действительно в тройке электоральной по поддержке. Мгм. Вот и все. Так а что в России? Как видят дальнейшее, скажем так, развитие и дальнейший дымок духа Анкориджа? Я думаю, что, во-первых, майор Краснов или кто он там, он сделал все же, что нужно было в духе Анкориджа. Он принес огромные деньги бюджету Российской Федерации, на самом деле, всей этой заварухой. И срыв всех планов по отрезанию от энергорынка европейского и много еще чего, что называется. Вот. Это первое. Так что я про дух Анкориджа как бы сейчас не говорил в негативных коннотациях. Но он цветет и пахнет, как мне кажется. Вторая история давно не испытывает, мне кажется. Вот, наверное, где-то с февраля, когда Женевский раунд, последний Женевский раунд провалился, не испытывают в Москве иллюзий относительно того, что хоть как-то, не мытьем, так катанием, под давлением или без давления Трампа, но с Киевом получится договориться. Не испытывают иллюзий. По крайней мере, вот здесь и сейчас. Вероятно, в 2026 году. А поэтому расчет простой. Делать то, что делается. Вот и все. Ну, то есть воевать. Ну да. Мгм. Мне просто интересно, как бы шатун, который запускается, это видно невооруженным взглядом внутри России. То у Ой, нас не Губарев переоценивай. появляется у Дудя, то у нас какие-то, скажем так, волнения на фоне отключения интернета и замедлений и всякого рода, ну, да, вот, попыток разобраться с Телеграм, то рейтинг Путина упал. То есть это все выглядит как некий такой, ну, такой ответ, да, тоже Ну, нет. внутриполитический. Давайте так, как политтехнолог, опять скажу, я бы не переоценивал все эти маркеры. Они есть.
они, вероятно, показывают, что, конечно же, какие-то вещи ну, сказываются на настроениях, сказываются на ожиданиях, сказываются на восприятии реактивном, сиюминутном. Нет никакого серьезного, сколько-нибудь значимого базиса. Мы, кстати, уже обсуждали это с вами. Для того, чтобы ну, российская власть могла бы беспокоиться относительно собственной поддержки и собственной стабильности. Нет таких обстоятельств на сегодняшний день. И даже, например, вот повторюсь, то, о чем говорит Буданов, он говорит о том, что это когда прям деньги закончатся. Это когда прям вот совокупность негативных факторов в экономике превозобладает. И без доходов, без стабильности, без денег банально на пропитание оказывается прям миллионы людей. Вот тогда, мол, потенциально создается контекст и предпосылки. В моменте сейчас, слушайте, были, есть и будут попытки влиять на внутриполитический трек российский. И все эти истории, о которых вы говорите, конечно же, из этого разряда. Конечно же, не прекратят эти прекрасные джентльмены в смокингах, да, смешать, но не взбалтывать, да, они не прекратят этим заниматься. Это вне всякого сомнения. Тут нечего даже думать. Они тоже в повестке, просто делаем, что делаем. Делай, что должно, и будь, что будет. Они тоже в этой повестке. Это история, которая начиналась когда-то, в общем-то, достаточно тривиальной, про экономику и энергетику была, когда-то очень давно. Давно уже превратилась для многих участников процесса и забега в экзистенциальную историю. Поэтому все стороны, по большей части, делают, что делают. И ждут, что будет с этим совсем. Поэтому были и будут ли попытки раскачивания России? Да вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Вот. А повлияет ли это в моменте или в краткосрочной, даже среднесрочной перспективе? Сильно сомневаюсь. Мне кажется, самые рисковые периоды 22-23 год, они преодолены в целом. То есть все шероховатости устранены, все рисковые направления в целом закрыты. И вот эта история, она негативно, конечно же, мы уже это обсуждали, воспринимается обывателем российским с социальными сетями, с мессенджерами. Но это не тот повод, который бы запустил бы механизм массового возмущения и протеста. Ну, собственно, мы это и увидели. Все эти вот мелкие, скажем так, эксцессы в виде даже не митингов, а пикетов чуть ли не индивидуальных, это вообще не та история. Да, но я должен сказать, что все-таки немножко погорячился. 2000 это было по состоянию на вчера, да, сейчас подвели полную статистику. Россияне говорят 6500 раз. Ну, вот, 6500 раз. Так сказать, ну, нарушили со стороны Украины. Украина пока я не видел данных, но я так понимаю, что это где-то примерно то же самое. Причем ударили по Львову, Курской области, по объекту Роснефти и пытались куда-то там выдвинуться Ну, на слушайте, какие-то по большей позиции. части это касается дальнобоя самого разного. Ударные дроны, ракеты, вот этого не было, правда. Все остальное, там, тактика БПЛА, то есть фронтовая, все остальное, как бы там, это стрелкотня разная, это все-таки не те нарушения, которые могли бы вызвать какую-то прям особую реакцию с обеих сторон. То есть, по факту, дальнобой был выдержан по части перемирия. Вот и все. Каким образом, как вам кажется, будут развиваться события дальше? Вот если мы попытаемся как бы сконструировать определенный прогноз. Прогноз такой военный, да, военно-политический. Будет ли какая-то отмашка и спусковой крючок, когда все, в общем, окунутся из вот этих геополитических, политических баталий в конкретно фронтовую реальность? Или фронт уже давно отошел на задний план, и события там, ну, на настроение уже мало влияют. Важнее там, как бензин, как что выйдет Зеленский скажет, какие налоги придумают для того, чтобы воевать дальше. Давайте так. Есть два определяющих, ну хорошо, три определяющих фактора. Фронт на сейчас – это не статика, это обыденность. Драматическая, тяжелая, кровавая, но обыденность. То есть, как бы там все происходит так, как происходило в последнее время.
Три ключевых фактора могут повлиять на заметное изменение ситуации. Два на заметное, один на определяющее изменение ситуации. Первый фактор – это ПВО, мы это много раз обсуждали. Да? Это еще не сказывается, но это неизбежно скажется. Вот расход ракет ПВО на Ближнем Востоке неизбежно скажется на Украине. У украинских ПВО уже системные проблемы, причем с начала года, с наличием боеприпасов. Дальше будет только хуже. Будет это сказываться? Неизбежно будет сказываться. Насколько всеобъемлюще и разрушительно, ну, трудно. Я не военный эксперт, и слишком много неопределенных факторов здесь. Да? Насколько не будет боеприпасов, насколько дырявым будет небо, сколько будет применяться изделий. Да? Но это скажется и скажется определяющим образом. Вторая история. Разведданные. Если Штаты выходят из этой истории, это определяющим образом сказывается на стойкости и обороноспособности украинских сил обороны, так называемых. Вот этих всех. ВСУ, Нацгвардия и тероборона. Без американских разведданных все становится многожды хуже и тяжелее. В том числе и по поводу ПВО. И много-много чего еще. Если это происходит, ну, я допускаю такое развитие событий, хотя я не был бы пока категоричен при всем вот этом вот, при всех этих противоречиях между Вашингтоном и Киевом, пока эта инерция присутствия Штатов в этих вопросах сохраняется. Но если это прекращается, это прям сильно скажется. И ключевой фактор, мы о нем много раз говорили, люди. Никакие БПЛА на линии боестолкновения не заменят людей. Сколько бы их там ни было, это вопрос только времени. Ну, имеется в виду БПЛА. Сколько бы, как бы эффективны не были команды, применяющие их, когда закончится на каждом отдельном участке фронта, на каждом отдельном опорнике просто люди, это дыра, которая преодолевается, пусть сложно, но преодолевается, если там никого нет. БПЛА упрощают вопрос контроля и обороны этого участка, несомненно. Сейчас, может быть, даже больше, чем на 50% роль БПЛА определяющая. Но когда не останется людей на каждом отдельном участке фронта, это дыра. И вот этот фактор уже непобедимый. Все. Когда заканчиваются люди, кстати, Буданов опять же об этом говорит. Когда заканчиваются люди, заканчивается любая оборона. С этим вопросом большие вопросы. Вы говорите, я не военный эксперт. Вот Венеславский тоже не военный эксперт, но говорит, что гиперзвуковая ракета есть какая-то секретная в Украине, которая на 500 километров летит. И что? И вообще, как бы, и у нас есть свой какой-то, ну, готовится космическими силами Украины какой-то ответ на Орешник, что вот когда еще до рассоединения боеголовок, 6 штук до Орешника, сбивать эту ракету, ну, прям... Ну, нормально, чего? Вообще молодцы, пацаны, вообще ребята, да. Слушайте, я когда был много-много моложе, в годы нашей молодости и юности, конец 90-х, нулевые, на буме своей популярности была группа «Манго-Манго» такая. И вот у них были прекрасные слова в песне. У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем. Ой, да. Поэтому, слушайте, ну, да хоть там... Ядреная боеголовка. Как это повлияет на людях, на каждом отдельно взятом участке фронта или их отсутствие, или на каждом отдельном опорнике? Никак. Никакого такого урона, никакой ядреной боеголовкой даже, или там даже какой-то гиперзвуковой ракетой, которая будет еще на моменте выхода из ангара перехватывать орешников в Капустином Яре. Никак это не повлияет на ситуацию на линии боестолкновения. Люди – определяющий фактор. Когда они закончатся, закончится все. ПВО и разведданные – определяющий фактор, который системно окажут воздействие на стойкость и обороноспособность. Вот и все. Как все остальные жить... это переменные вещи, да. Как жить внутри страны будет в этот период? Не знаю. Честно скажу, слава богу, я от этого просто избавлен. Честно. Нет, ну смотрите, нам, в смысле, слава богу. Понимаете, внутренняя атмосфера, она ведь тоже будет влиять и на дальнейшее, скажем так, дальнейшее поведение и власти, и политического руководства, потому что внутренняя
ну, вот эта чехарда и внутренний, конечно, такой раздрай, это прям большие проблемы. Я даже не хочу уходить, мы там с вами говорили о демографии, о Да, да, мобилизации да. этой. Вот, Это более долгосрочные, вот да, проекты. смотрите, вот вам пример, да, пример как бы отношений внутри общества. Есть такой блогер Василий Моисеенко, это киевский Да, читал, ревизор. да, Значит, да. он заявляет об угрозах убийством в свой адрес после расследования о фальсификациях Винницким, ну, ВЛК, военно-врачебной комиссии. Говорит, что его аккаунты пытаются взломать, ему шлют фотографии, когда там, ну, отнятых голов, угрожают убийством ему, его дочери. Он в феврале заявил о незаконном задержании избиениями сотрудниками ТЦК, говорит, что был подделан вывод ВЛК по нему, проигнорировали этот факт, он единственный опекун 15-летней дочери. Полиция тогда открывала дело, которое передали в ГБР. Ну а где у нас? Смотри, открыто дело, а дальше что? И в итоге его зачислили в ВСУ. Значит, ТЦК в Винницкой области, действия в сговоре с полицией Винницкой области, подделали документы, в резерв плюс внесли, провели ряд махинаций в интересах третьих лиц, говорит этот киевский ревизор, подделали все и подставили руководство 67-й бригады, пытались уничтожить неудобного журналиста, общественного деятеля, украинца. Стал расследовать свое дело и опубликовал в интернет записи разговоров с чиновниками медкомиссии, и потом как бы это вот пошла вот такая обратка. Та мафия, та система в системе, те кланы, а это кланы уже можно говорить врачебные, ТЦКшные, они завязаны на криминалитете, они завязаны и уже представляют определенную угрозу классическому, даже вот такому вертикально выстроенному под 5-6 менеджеров и Зеленского лично режиму. Вопрос только времени, когда это все зайдет в конфронтацию. Уже, похоже, заходит, не находите? Ну, давайте так. Все-таки они в этом смысле рука руку моют. Вот эти все кланы, они завязаны на Зеленского в какой логике? Он для них продолжатель их заработка, войны. Пока есть война, они зарабатывают. А от кого это зависит? От Зеленского, его ближайшего окружения. В этом смысле у них консенсус, прости господи. Вот конфликта по этой линии и архаизации я пока не вижу. Это будет потом. Вот завершится фаза полномасштабных военных действий, все эти кланы, оформленные уже, не захотят расставаться со своими возможностями. Почему Польша строит на границе с Украиной тестовую линию электронного слежения с БПЛА? Это тестовая, там 70 километров, а вся граница 530. Но я смотрел документ, там в планах все 530 закрыть такой границей. Потому что они ждут превращения Украины после полномасштабных военных действий в новое, только масштабированное Косово. И первым следствием стабилизации как бы в Косово стало рождение чудовищного криминального феномена албанской мафии, которая почти полностью была сформирована на базе армии освобождения Косово, албанской. И вот ровно этого, посмотреть просто документы польского правительства, как они обосновывают это строительство. Это ведь не от беглецов, их там меньше стало в последнее время. Это вот того, что будет потом. И вот эти самые кланы, вы абсолютно верно считываете тенденции. Архаизация, криминализация и трайбализация, если угодно, простите меня за этот термин, из этнографии, политологии, то есть обособление, скажем так, не только там группы родоплеменные, но и группы, связанные по способу там, извлечения прибыли и всего остального. То есть формирование, там, распадание ткани общества на кланы. И принадлежность к одним, вторым, третьим, четвертым определяет твой статус, твое положение, твою социально-экономическую ситуацию. Да? Это неизбежное следствие того, что происходило сейчас. Потому что люди с боевым опытом, люди с зарабатыванием на крови, люди с зарабатыванием на войне, с зарабатыванием на немире, на немирных вещах не откажутся. Они же не станут, все, как бы вот полномасштабные военные действия закончились, мирные соглашения закончились, ну теперь мы снова там становимся там врачами, снова становимся там военкомами, которых никто десятками лет не вспоминал, да. Зарабатывали только на откосе от армии, да. Но это было
В другое время, в других форматах, прямо скажем. Они же не откажутся от всего этого. Не откажутся. Огромное количество людей с боевым опытом, с посттравмом тяжелейшим чаще всего. Не устроен. Какой вывод? Вот она. Албанская мафия, но только масштабирована и на другом языке говорящая. Уже идет на самом деле тотальный экспорт этих людей в мафиозные и криминальные структуры Европы и Соединенных Штатов. И я сейчас не про всякие там представители колумбийских или мексиканских картелей. Прям украинцы с боевым опытом, с опытом убийства и не испытывающие рефлексии становятся заметным элементом для криминалитета европейского, американского. Потом это все будет внутри страны, это превращается в гарантированно, вы правильно считываете, криминальный анклав. Нужно ли им что-то делать сейчас против власти? Нет. Зеленский для них гарант сохранения их бизнеса. В последующем они станут тем, скажем так, фактором, который будет определять не олигархи, а вот они снова, как в 90-х во многом, только институционализированы. Как это происходит в том же Косово, будут определять повестку государства, того, что останется от этого государства. Будет ли это государство, я бы в терминологии Гумилева называл это химерой, антисистемой. Поэтому, да, вы правы. Но это не сейчас. Но потом это еще страшнее. Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Я благодарю за время и мысли. Друзья, подписывайтесь на Михаила, ставьте лайки обязательно и пишите в комментариях, что думаете, согласны или не согласны. Всем добра и света и с Великой Пасхой. Увидимся.